Доброй ночи еще раз, дорогие друзья. Сейчас хочу вам показать для тех, которые занимаются магией, которые колдуют. Они должны иметь защиту очень сильную. Во-первых, потому что мы говорим иногда правду, а правда не всем нравится, и за правду могут мстить. Во-вторых, потому что многие вокруг нас со временем начинают ужасающе нам завидовать. И они могут строить против нас козни, они могут делать все, что угодно, чтобы испортить нашу репутацию, имя, нашу кровь попортить и вообще навредить нам очень серьезно. И не обязательно магии, это касается всего. В наш век доносов и анонимных писем и звонков всякие такие структуры с желанием вас очернить, обвинить, ну и хотя бы попить кровушку, ну просто нервы потрепать и так далее. И очень много желающих бывает. Чем больше вы добьетесь, тем больше будет таких желающих вокруг вас. Но дело в том, что испокон веков почему-то именно настоящих колдунов никогда никто не трогал. Боялись и обходили их дом стороной, и кто бы это ни был, власть имущий, преступник или кто угодно, всегда боялись колдунов трогать, всегда боялись трогать их потомство и так далее. Во-первых, потому что тот, который действительно практикует, он никогда в жизни не берется за какую-то ерунду, он сторожит своим именем очень и старается оправдать, не старается, а в принципе делает все, чтобы оправдать доверие людей, и к нему только благодарность и низкие поклоны. То есть неблагодарность и претензии бывают очень редкие. И во-вторых, потому что каждый колдун должен уметь ставить себе защиту от всего и всего, поскольку через нас идет наш род, наша кровь, через нас защищаются наши дети, наши родственники. И это не эгоизм, это просто практичность, если вы сами себе ставите такую сильную защиту, которую никак не перебить. Мы, в принципе, такую защиту, знаете, там определенную защиту, которая есть у каких-то там знахарей, конечно, мы себе не ставим, нас защищает тьма. У нас такой прям защиты, которую можно читать все хорошо, нету. Но когда мы хотим, например, более такой концентрации силы вокруг себя для определенного момента и времени, когда нам сильно нужно это все усилить и напомнить о себе, и вообще вот в эту минуту получить защиту, помощь и покровительство, то мы, естественно, это читаем. Сейчас я вот поставила статуэтки касаемо ритуалов силы смерти. Я уже в прошлом ролике рассказала, и когда я проводила силами смерти наказание врагов, сейчас не буду про это сейчас говорить, просто скажу вам, что то, что я провожу, это мое, но оно написано на основе именно древних вот черных обрядов и ритуалов. То есть это не придумано из ниоткуда, оно имеет свою почву. Но работает так же, как те другие заговоры. То есть это один из вариантов защиты в определенное время от каких-то опасностей, либо просто когда сгущаются тучи вокруг вас, когда надоедают вам, мешают работать, берут много энергии, силы и так далее и тому подобное. Итак, начнем. Кто меня привел к ремеслу, кто меня обучил да защитил, тот меня одарил ратью непобедимых стражников. Демоны за моей спиной, встрепенитесь, мои братья, моя кровная родня, я одна из вас. Кто меня обидел, тот вас обидел. Кто меня оскорбил, тот черного нашего отца оскорбил. Встрепенитесь, ярости своей, встаньте за моей спиной. Я вами защищена, да спокойно. Нет надежной той стражи для меня. Поделись силой и мощью со мною, сатана-властитель. Направь моих стражников на моих врагов, на все опасности и капканы. Защита моя от властей и власть имущих ко мне. Пусть они ко мне не подойдут. Грабитель да вор обойдут мой порог стороной.
Сплетник и лжец мое имя не опозорит. Убийца сам себя погубит от всякого зла. Ратью черной я защищена. Куда ни пойду, они впереди меня идут. Где не живу, они мои двери и окна сторожат. С кем не встречусь, они рядом, да на чеку стоят. Где сплю, они мой сон охраняют. Да всякую нежить от меня сгоняют. Стражники мои, меня и мой род, как за зеницу ока берегите. Не я приказываю, а сам сатана-повелитель приказывает. Да будет так. Заклято. Когда это читаете, начинает у вас гореть спина. Это нормальная вещь. Относитесь к этому спокойно. Комната может оживиться, может быть ощущение присутствия кого-то, но в принципе как вы хотели. Мой вам совет. Если вы колдуете, значит для вас не должно быть ничего запретного. Просто ничего запретного. Пробуйте все. Все изучайте. Станьте в этом ремесле профессором, а не просто там каким-то рядовым сотрудником. И со временем вот это ощущение страха, ощущение запретности, ощущение того, что вы не можете что-то переступить, оно исчезнет. Страх – это наш палач. Страх нужно в себе удавить, задушить, уничтожить. Иначе страх уничтожит вас. Или вы бросаете магию, или вы занимаетесь магией всерьез. А вот страшно, боюсь и так далее, это уже не то. Это не прокатит. Силы, духи, древние боги, тьма, хаос, как хотите. Они все любят смелых людей, людей, которые полностью себя выкладывают и отдают этой работе. Полностью отдают, без остатка. И тогда отдача будет очень сильной, поверьте мне. Люди, которые играют в магию, делают вид, что что-то знает, чего-то там умеет и так далее, на самом деле не уделяя внимания ни атрибутике, не уделяя внимания каким-то новым направлениям, не уделяя внимания развитию своему и вперед и более такому глубокому изучению всего этого, эти люди не получат от этих сил ничего такого обратно. Нужно очень сильно любить свою работу, быть просто фанатиком. И поверьте мне, что за все время вашей практики птица не пролетит мимо вас без вашего разрешения. Никто вам не навредит, никто вам ничего не сделает. Будут приходить и уходить ваши враги. Будут тявканье вокруг вас, но вам ничего от этого не будет, ничего вас не заденет, потому что эти силы, они настолько великие и сильные, они будут вас оберегать, но только в том случае, если вы о них будете помнить постоянно, все время делать то, что требуется от вас для того, чтобы показать свою преданность, покорность, любовь и полную безвозвратную отдачу своей работе. Всего доброго, удачи вам.